Наступил 2023 год, и мы с вами станем уверенными здесь и сейчас. Купишь ли ты себя? Что я имею в виду? Так же, как в бизнесе, когда ты создаешь какой-либо продукт, ты его делаешь таким, чтобы ты сама его использовала, сама покупала. И будешь с такой уверенностью его покупать, потому что ты уверена в своем продукте, что ты сделала. Я хочу, чтобы ты перенесла эту идею на себя. Если ты знаешь, кто ты такая, чего ты достойна, через что ты прошла, ты знаешь свои недостатки, ты знаешь свои достоинства, ты знаешь, какими навыками ты обладаешь, детка, когда ты себя обожать будешь. И тебя уже не будет волновать мнение других, потому что они не знают, кто ты такая, а ты знаешь. Сфокусируйся на себе. Сфокусируйся, как ты о себе думаешь, как ты думаешь о других людях и как ты смотришь на эту жизнь. Она типа: нет, я не знаю, как это делать, я не умею, нет, я этого никогда не пробовала, я жертва. Или: о, проблемка, да вообще я справлюсь, не проблема. Любая проблема приближает меня к цели. Раз она это смогла, значит я тоже так смогу. Спасибо за мотивацию, спасибо за идею. Влияют ли на тебя соцсети? Заставляют ли они чувствовать себя убого? Смотришь ли ты на людей: вот она лучше, она этого может, ой, да она вообще, это все другие, она этого ничего не способна. Или: блин, красотка, она это сделала, значит, я так тоже смогу. Блин, какие у нее классные амбиции. А дай-ка я тоже в себя поверю и это сделаю. Если она это смогла, значит, это и посильно другим людям. Да, я попробую. Твои границы. Какие они? Есть ли у тебя вообще границы? И серьезно ли ты к ним относишься? Потому что у тебя, возможно, есть границы, но ты к ним не серьезно относишься. К примеру, ты хочешь, чтобы парень подавал тебе руку, открывал тебе дверь. Но каждый раз, когда он этого не делает, ты ссылаешься на то, что у него такое воспитание, у него так не принято, ничего, зато он меня любит. Тогда ты не уважаешь свои границы. И самое главное, что этот человек никогда не будет уважать твои границы. И их всегда будут нарушать. Прошлое и будущее. Думаешь ли ты о прошлом? Сфокусирован ли ты в прошлом? Жалеешь ли ты? Страдаешь ли ты? Вспоминаешь ли ты о прошлом? Детка, прошлое – это прошлое. Когда оно было прошлым, оно было твоим настоящим. Его вообще не существует. То, что было, это было твоим настоящим. И ты была таким человеком, которым ты была. С каждым днем ты меняешься, с каждым днем ты становишься, ты улучшаешься. Ты уже не та ты, которая была раньше. Тот выбор, который ты сделала, он должен был произойти. Твое будущее тем более. Ты не должна переживать о том, что не произойдет. Просто подумай, когда ты переживала за будущее, что, скорее всего, у тебя не будет денег, тебе негде будет находиться, у тебя не будет работы, у тебя не будет любимого парня. Так ли оно случилось? Мы никогда не знаем, что произойдет в будущем. Все, что мы можем делать, это мы можем сейчас зарастывать эти зернышки на будущее. Если я хочу заниматься маркетингом, то я сейчас начинаю это делать. Если я в будущем хочу похудеть, то я сейчас начинаю худеть. Все. Все остальное забываем. Мнение других людей. Кто они? Какие они? Что они о тебе думают? Да какая вообще разница? Ты вообще знаешь, сколько на этой планете заблудших душ, больных, несчастных людей? Самое главное, что все они в конечном итоге думают только о себе. Им все равно на тебя вообще абсолютно. Ты главная героиня в своей жизни. Так будь главной героиней, не будь рабыней, подопечной, послушанкой. Ты главная героиня, решай то, что ты хочешь. Решай и делай то, что тебе приносит удовольствие, то, что тебя открывает этому миру. Уверенность на самом деле это просто осознание того, кто ты есть, кем ты являешься. Если ты не знаешь, кто ты, по крайней мере, ты знаешь, кем ты не являешься. Я не злая, я никому не хочу навредить, но я очень прямолинейная. Я не тупая, я постоянно что-то изучаю. Я каждый день что-то копаю, слушаю других людей, ищу информацию, учусь новым навыкам. Мне приносит кайф новые знания. Напиши на листочке, кто ты есть или кем ты не являешься. Напиши, какими навыками ты уже обладаешь. Это могут быть абсолютно разные навыки, от самых малых до самых больших. Напиши, через что ты уже прошла и как ты с этим справилась. Ставь себе цели на 1 день и на 3 месяца. С самого детства-то нас что-то решали. Нам говорили, родители: сегодня ты сейчас встанешь, пойдешь в садик, потом ты придешь, потом ты сделаешь вот это, потом у тебя урок пианино и так далее. Потом мы перешли в школу. В школе тоже у нас было расписание четкое. У нас были уроки, потом перерыв, потом продленка. И когда мы выходим с этого всего, мы сами с собой. Соответственно, мы немножко запутаны, и мы думаем, что мы не знаем там менеджмента, что мы не умеем управлять нашей жизнью. Да все ты умеешь. Все ты умеешь, запомни. Напиши
свои действия, цели на каждый день. И выполняй немного, не 10-20, а 2-3 в зависимости от сложности. И приступай к первому делу. Пока не закончишь первое дело, не приступай ко второму. Каждый раз, когда ты проделаешь какое-то дело сначала, у тебя вырабатывается гормон, который дает тебе еще больше энергии. Соответственно, ко второму делу ты приступишь еще больше энергии. Такой парадокс, если замечала, чем больше делаешь, тем больше энергии. Если на втором деле ты его не заканчиваешь, приступаешь к третьему, у тебя вырабатывается гормон, который наоборот тебя понижает, и который ты чувствуешь себя каким-то образом маленьким таким ничтожеством, да, что ты этого не доделала, и третье дело ты уже не сделаешь хорошо. У меня каждый день такая рутина, я просыпаюсь, я завтракаю, пью кофе, гуляю, и после этого я сажусь и пишу себе планы на день, и приступаю к первому делу. Делай деньги, а не развлекайся. Если у тебя нет работы, найди работу. С каждой доработанной денежкой ты будешь чувствовать себя уверенно. Сколько я себя помню, я всегда работала. С самого детства, у меня с 8 лет я продавала груши, которые мы рвали, просто во дворе продавали. Я делала маникюр соседям. Какая разница, зато я зарабатывала себе на мороженое. Я была в Китае рекламным стендом. Кем я только не работала, но с каждой профессией, которую я выполняла, я себя чувствую еще больше увереннее. Знаешь, если ты проработала, не знаю, официанткой, то потом, когда ты будешь миллионером, ты будешь чувствовать, а я когда-то работала официанткой, и ты будешь горда за это, просто потому что ты встала и начала что-то делать со своей жизнью. Если ты не про бизнес и не хочешь открывать свой бизнес, то две вещи, на которые ты должна обратить внимание. Не ищи работу, пока с ними не разберешься. Первое – это знай себе цену. Знай, чего ты достойна. Зарплата должна быть такой, чтобы ты хотела трудиться и хотела отдавать всю себя. Второе – это найди работу, которая соответствует твоим интересам. Только работа, которая соответствует твоим интересам, это может быть даже интерес изучить новый навык, не обязательно то, что ты любишь уже. Ты будешь выполнять с энтузиазмом, и в конце концов ты захочешь масштабировать этот навык и заработать, и, соответственно, это уже будет бизнес, своя контора, что угодно. Если ты на работе, она тебя не устраивает, и ты хочешь открыть свой бизнес, но боишься, думаешь, что бизнес не про тебя, как говорила мне мама всю мою жизнь, то просто пробуй. Очень хороший пример – мама моего мужа, которая проработала всю жизнь на госслужбу. В итоге, в конце концов, ее уволили прямо перед пенсией. Человек просто в депрессию ушел, потом вышел, слава богу. Она купила маленький островок кофе. Недорого, в своем городе. Человек уже за первый месяц получил чуть больше зарплату, чем она получала в своей предыдущей работе. Но это ее бизнес, это ее точка, она ее масштабирует, она уже придумывает разные идеи, она там уже запустила свою продукцию, там, вафель, свой шоколад, что она постоянно очень сильно любила, но она не знала, как это продавать. И единственная фраза, которую мы постоянно слышим от нее: почему я боялась, как это круто работать на себя. Пожалуйста, не будь той, которая потом себе это скажет. Делай, пробуй, фейся, опять делай и делай. Общение с другими людьми. Общение с другими людьми очень важно в нашем мире. Всю жизнь мы совершаем сделки между людьми. И поэтому, чтобы их совершать, тебе нужно понимать этих людей. Во-вторых, ты никогда не знаешь, кто перед тобой стоит, поэтому нужно всегда уважительно ко всем относиться и со всеми всегда прощаться хорошо. И это не лесть, это просто простое уважение и мудрость. Есть такая китайская поговорка: никогда ни с кем не прощаться плохо. Ты никогда не знаешь, в следующий раз, когда встретится тебе этот человек. Возможно, он тебе не встретится, но его брат или его сват, или его лучшая подруга окажутся человеком, который должен поменять твою жизнь. Как научиться общаться с людьми? На самом деле все очень просто общаться. Есть 3 книги. Дейл Карнеги можешь почитать, как заводить друзей. How to Win, 48 законов власти. Все эти 3 книги, они абсолютно разные. 48 законов власти больше для бизнеса. Дейл Карнеги больше как повседневная жизнь, вообще со всеми людьми этого мира общаться. Второе, что я могу посоветовать, это просто полюбить этого человека. У каждого человека есть какое-то качество, за которое его можно полюбить. А любовь, она растапливает любой лед. И поверь, если ты начнешь общаться хорошо с каждым человеком в этом мире, ты увидишь огромнейшие изменения. В отношениях аналогично. Общение – это, наверное, самый большой залог любых отношений. Мы с мужем с самого начала договорились, что мы все проговариваем. Любая мысль появилась, любое переживание, я сразу же ему это озвучиваю. И мы сразу же на эту тему говорим. Поэтому у нас с ним, тьфу-тьфу-тьфу, не было ни одной ссоры. Просто потому, что мы сразу же друг другу говорим. Понаблюдай за своим телом. Выгляжу ли я так уверенно? А вот так вот. Выгляжу ли я уверенно? Давайте теперь с вами эксперимент. Эксперимент. Прямо сейчас ты будешь это все слышать. Стань на 10 шагов назад.
Теперь плечики выровняй, подбородок чуть выше. И тело должно быть не вот так вот идти, ноги, тело впереди ног. Нет, ноги чуть впереди. И когда ты идешь, представь, кто ты такая. Кто ты такая, чего ты достигла, чего ты достойна. Иди. Чувствуешь себя уверенно? Если ты так будешь идти по улице, на тебя все посмотрят. Если идешь по улице, оставь телефон, посложи его в сумку. Просто иди, наслаждайся, думай, медитируй во время ходьбы. Знай себе цену. Почувствуй это. Почувствовала? А теперь ходи так всегда. Когда входишь в комнату, аналогично. Ты входишь этой же походкой в любую комнату. Мы входим в любую комнату. Мы смотрим на людей, смотрим им в глаза. Привет. Ты чувствуешь себя увереннее? Намного. Смотри людям в глаза, наслаждайся. Если я сижу вот так, а если я чуть-чуть опрокинусь назад, ножку на ногу, вот так вот я сижу. Увереннее ли я себя чувствую? Намного уверенней. Попивая кофеечек, смотря вдаль, смотря на людей, общаться с людьми, улыбаться с людьми. Вот это уверенность. Просто потому, что ты расслаблен, и вот эта энергия, она создается. Макияж. И да, макияж портит кожу, но если ты с макияжем чувствуешь себя хорошо и уверенно, красься. Спокон веков девушки вообще все красились глиной, красками, мукой, цветами, да чем угодно. Мы девушки, нам нравится краситься, мы чувствуем себя красивее, мы кокетки. Красься, самовыражайся через этот макияж. У меня всю жизнь были проблемы с кожей. И да, конечно же, я себя чувствовала неуверенно, когда у меня прыщ виден. Поэтому, когда я крашусь, я себя чувствую уверенней, намного уверенней. И это не относится к тем людям, у которых кожа идеальная, которые чувствуют себя увереннее без макияжа. Но если ты нет, то красься. Одежда. Одежда очень на нас влияет. Спокон веков девушки, то ли подопечная, то ли королева, любили красиво одеваться. Это был цветочек пришить, это было платьечко шить себе новое, штанишки шить. Но самое важное – это то, что одежда, она придает нам уверенность, она нам дает какой-то вайб, какое-то своего рода настроение. Когда я спортивна, я себя чувствую такой, знаешь, кем я являюсь. Спорт меня немножечко определяет. Но если я хочу, допустим, выглядеть более бизнес, я хочу чувствовать себя прям в схватке, что я схвачу этот мир, я одеваюсь вот так вот. Если я хочу выглядеть такой сексуальной кокеточкой, девочкой, я одеваюсь вот так вот. И в каждом наряде я себя чувствую по-разному. Играйте с одеждой. Пижама. Не надо, выкинь. Вот с этого момента просто выкинь всю свою пижаму, которая у тебя есть дома. Если это пижама, которая оверсайз, с дырками, с пятнами, нет. Ты должна наслаждаться собой везде. Купи себе сексуальное белье, либо няшное, ты себя чувствуешь в ней хорошо. И походи так. Ставь самые высшие цели, которых ты хочешь достигнуть в этой жизни. И не думай, как я это достигну, или достигну у меня большие мечты. Нет, если ты сейчас залезешь ко мне в голову, то ты подумаешь, что я чокнутая, и скажешь мне снять мои очки. Всю жизнь со школьных времен мне говорили, что я чокнутая, с семьи розовые очки. И сейчас эти люди поменялись на два лагеря. Первые глазам своим поверить не могут и ссылаются на все, кроме моего труда. Другие поверили в меня, и наоборот, я для них стала мотивацией, что в жизни возможно все, просто нужно dream big. Я хочу, чтобы ты поняла одну вещь, что если у тебя в голове появилась эта цель или это желание, значит, у тебя есть эта энергия на ее осуществление. У тебя не появилась бы просто так какая-то цель, если она появилась у тебя, а не просто ты у кого-то увидела в Инстаграме. И все, что тебе нужно делать, это просто делать. А если у тебя есть уверенность, что ты этой цели достигнешь, то значит другие почувствуют это. Если я прихожу в комнату, я знаю, что у меня неглаженная одежда, что у меня прыщ видно, что я не совсем компетентна в этой теме, то люди тоже это почувствуют. Медитация, аффирмации, все что угодно. Если тебе эти вещи придают энергии, делай это. Несмотря ни на что, несмотря на то, что говорят другие, просто продолжай это делать. Я с самого детства росла в той семье, где меня не поддерживали мои идеи, и я училась с Ютуба. Всю мотивацию я получала с ютубовских роликов, с мотивационных роликов. И это, можно сказать, привело меня туда, куда я есть. Конечно же, ключевым фактом это не просто мотивация, это делание, это брать идею и реализовывать ее, но нам очень нужна вот эта какая-то внутренняя вера. И если тебе эта вещь придает больше уверенности, делай и продолжай. Страхи, уныние. Страхи
Это всего лишь инстинкт самосохранения. Слушайся страха в той ситуации, когда ты действительно можешь быть съедена, попасть в аварию и так далее. Все остальное выкидывай сразу же. Придумай себе какое-то действие. Пришел страх, по плечику побило. Что-нибудь. Страхи – это своего рода демоны, которые останавливают тебя. Они хотят, чтобы ты была как все, они хотят, чтобы ты думала как все и делала как все. Не заложено в этом мире, чтобы все люди были уверенными в себе. Вспомни все свои страхи, которые были у тебя ранее. Случилось ли это? С большой вероятностью скажу нет. Страхи – это самая большая вещь, которая останавливает нас в этом мире. Нет, у меня получится. Приходит страх, а ты говоришь: слушай, ты можешь, может быть, а я все равно попробую, а я все равно это сделаю. И делай, делай и продолжай. Выкидываем страхи. С этого дня ты больше не слушаешься своих страхов. Музыка. Как нас заряжает музыка. Ставь себе музыку, когда ты просыпаешься. Ставь себе музыку, когда ты идешь по улице, когда ты идешь на встречу, когда ты идешь со встречи. Музыка, она очень сильно влияет на наше тело. Она заставляет наш мозг расслабляться, потом включается фантазия, появляются идеи, реализованность, и у тебя могут появиться и идеи, и ее решения, и сразу же и уверена, что ты этого можешь достигнуть. Помнишь, если я говорила, что если у тебя появляется какая-либо мысль, то значит у тебя есть вся энергия, чтобы ее достичь. Поэтому слушай музыку, заряжайся. Знаете, когда я иду по улице, я иду, слушаю музыку, боже, мне кажется, что все это было создано мной. Эти улицы мои, этот мир мой. Принимай решения, которые лучше для тебя. Уверенная в себе девушка, она принимает только те решения, которые лучше для нее. Многие называют их эгоистками, сучками, но это не так. У каждого человека есть свои цели, границы, ценности, и каждый день ты принимаешь решение, потому что каждое твое решение имеет краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный результат. Замечаешь ли это нет, но это так. Каждое твое решение. Уверенность – это всего лишь знать, кто ты есть и чего ты хочешь. Соответственно, все решения, которые будут потом приниматься, они будут приниматься правильно, потому что ты это сделала во благо себе. В природе действует такой закон, что тебя постоянно проверяют. Проверяют тебя на прочность твоей цели, насколько ты этого хочешь. И веришь ли ты или нет, если ты будешь постоянно подвергать свою цель, то ты не достигнешь этой цели. Тебя проверяют. Пример не пример, я писала свой идеал мужчины. Мне все, во-первых, говорили, что это нереально найти такого мужчину, потому что слишком идеальный. Я была уверена, что я хочу только такого мужчину, иначе я не буду тратить свое время на кого-то другого. И я говорила многим: нет, нет, нет. Мне все говорили: Аня, он же нормальный. Я говорила: нет, он не подходит по всем параметрам. И что вы думаете? В конце концов, я нашла Алексея, который просто идеален для меня. Аналогично с работой, аналогично с целями, аналогично со всем другим в этой жизни. Поэтому ставь себе цели и принимай решения, которые лучше для тебя. Используй истории или опыт других людей как мотивацию. Зависть, сравнение – это на твоем подсознании, ты говоришь себе, что я ничтожество и я так не могу. В этом плане я не могу привести пример, потому что я никогда никому не завидовала, а наоборот, каждый раз, когда я видела, что кто-то там добился лучше меня результатов, я брала это как за мотивацию. Я говорила: блин, красотка, она так смогла, значит, я тоже так смогу. Аня, давай, там подзадника себе давала, и шла и делала. Зависть забирает эту энергию, и ты постоянно себе повторяешь: я не могу, я так не могу, но ты можешь. Просто пойми тот факт, что если какая-то девочка это смогла, значит, ты это 100% сможешь сделать. Еще важный аспект. Ты никогда не пропустишь то, что предназначено для тебя. Запомни это. Если у кого-то в каком-то определенном возрасте есть то, о чем ты мечтаешь, значит, у него это предназначено. А у тебя есть своя жизнь и есть вещи, которые предназначены для тебя. И поверь, жизнь может поменяться вот так вот за одну ночь. У меня такое было 100 000 раз. И она будет меняться даже в ту сторону, которую ты себе не представляешь. Всех успешных людей, которых я знаю, и по своему опыту, случалось то, чего они не ожидали. Мало у кого-то было такое, что я мечтаю об этом, и у него это случается. Наоборот, всегда происходит лучше, какое-то русло тебя заносит, вдруг жизнь, и ты вдруг живешь в 100 раз лучше. Ключевое в этом это будет то, что ты должна слышать себя и следовать своему пути. Только слыша себя, только следуя своему пути, у тебя будет появляться и открываться жизнь. Если ты следуешь почему-то чужому пути на подсознании,
посмотрела в Инстаграме, зарядилась, подумала, что это твое, я тоже хочу стать блогершей, к примеру. Оно не будет идти гладко, поэтому очень-очень важно следовать своему пути. Если поменялась мысль, поменялась какая-то вера, поменялась цель, меняйся, иначе тебе что-то подсказывает. Даже если посмотреть на все успешные примеры людей, того же Джастина Бибера. Человек, он просто занимался тем, к чему у него лежит душа. И как мы видим, как результат, если человек идет по своему пути, у него получается все очень гладко. Это, конечно, единичные случаи, когда ты с самого детства начинаешь и знаешь свой путь, знаешь, зачем ты здесь. Но если ты начнешь действовать прямо сейчас, если ты прямо сейчас каждый день будешь спрашивать себя и слушать только себя, не смотря в Инстаграм, а слушая себя, тогда, возможно, ты сократишь себе этот путь. Свой стиль и самовыражение. Найди свой стиль. Не смотри на модные тенденции. Ты так никогда не найдешь себя и не начнешь себя выражать. А тот, кто следует своему пути, тот, кто слушает себя, становится очень сильно знаменитыми. Коко Шанель. В ее времена вообще не было принято ходить в штанах. Ну, не было. Но вот она чувствовала, что она хочет ходить в штанах, она шила для себя штаны. Что случилось? Женщина поменяла моду. Ким Кардашьян, которая начала самовыражаться так, как она хочет самовыражаться. И здесь не факт, что нужно чем чудачнее, тем лучше. Нет. Люди так одевались, потому что они это чувствовали, они так хотели. Если я на себя одену Ники Минаж одежду, сделаю себе там жопу, сиськи, я не знаю, я не буду той Аней, потому что я себя не буду чувствовать уверенно, это не я. Еще раз себя, пожалуйста, послушай себя. Вот каждый день просыпаешься, кто я такая? Угу. А как я хочу себя показать? Если ты думаешь, что тебя не поддержат, на тебя будут смотреть косо, то нет. Обычно таких людей замечают. Он нашел себя, он поставил свой способ выражения, и как результат люди, оказывается, идут за ним. Сколько людей сейчас повторяет Ники Минаж? Окружение. Ты, возможно, можешь себя чувствовать неуверенно из-за своего окружения. Я знаю десятки девочек, которые поехали за границу и узнали, оказывается, насколько они красивы, насколько они уникальны, насколько они чудесны. В моем случае каждый раз окружение на меня совершенно по-другому влияло. Я была в школе очень популярной девочкой в Украине. Всегда чувствовала себя супер уверенной малой. Приехала в Китай в 15 лет, не умела краситься, не умела ходить на каблуках. И из-за этого меня очень сильно гнобил коллектив, потому что я приехала в коллектив, первая моя работа была танцовщицей. Я помню, как из уверенной малой я превратилась в человека, который даже разговаривать было страшно, хотя я очень по себе разговорчивый человек. В один момент меня спас один знакомый, один европейский миллионер, который летал по бизнесу, и который начал со мной общаться, и такой: у тебя такие амбиции. Слушай, ты так подходишь для бизнеса, ты вообще такая крутая, столько энергии давно не увидел у девушек. И он мне опять вернул мою энергию, я опять поверила в себя, я осознала, что я делаю со своей жизнью, как я позволяю к себе относиться. Я помню тот момент, когда я зашла в комнату, и когда надо мной очередной раз хотели пошутить, я помню, я так ответила, что после того раза, вы не поверите, мне никто больше не грубил, никто надо мной не насмехался. И самое главное, что мне было все равно, я вспомнила, кто я такая, и меня больше ничего не задевало. Поэтому очень-очень важно найти хорошее окружение. Если у тебя подружки, которые тебя не поддерживают, высмеивают, ты что-то начинаешь какой-то серьезный бизнес, а они не про серьезный бизнес, и они будут говорить: да куда тебе в бизнес лезть? Особенно это, кстати, подружки с детства, которые тебя обычно знают той девочкой, которой ты была в детстве, но ты выросла, ты совершенно другая, и они просто не могут поверить, что ты можешь быть бизнес-леди, понимаешь? Поэтому, если твое окружение, особенно подружки, на тебя влияют, прекращай. Есть девушки, которые бизнес-леди, если ты не про бизнес, там, про моду, в моде найди девушек, да, которые поддержат любые твои начинания. Если это парень, тем более, мы не встречаемся с теми парнями, которые нас не поддержат, мы встречаемся только с теми парнями, которые говорят: детка, я тебя поддержу, я буду с тобой, и я буду давать тебе всю свою поддержку. Если это родители, менее проводить с ними времени и их не слушать. У меня такое в детстве было, поэтому я вообще уехала в Китай. Чувствуй уверенность в себя в своем теле. Никто не идеален. Запомни, просто никто. Каждая девушка на этом мире комплексует, но она что-то для этого делает. К примеру, у меня были мои ноги. Они были очень спортивного телосложения, с 12 лет начиная, потому что я занималась спортом. И я всю жизнь комплексовала. Кто бы мне ни говорил: Аня, у тебя идеальные ноги, у тебя классные ноги. Главное, что я себя не чувствовала уверенно. И я делала всевозможные шаги к изменению. Что я только не перепробовала и колола уколы в ноги, в мышцы. Кстати, не пробуйте, вообще не помогает. В конце концов, я просто меньше стала заниматься спортом. И у меня сейчас идеальнейшая фигура. Я полюбила наконец-то себя. Поэтому очень важно, если ты чувствуешь некомфортно себя в своем теле, меняй что-то для этого. Да, действительно нужно что-то менять. Танцуй, рисуй, занимайся программированием. Танцы, они нам позволяют раскрепоститься, особенно девушки. Как они нас вызывают пластичность. Мы любим себя, мы любим свое тело. При каждой любой возможности танцуй. Учись новым навыкам. У меня это было программирование. Я изучаю постоянно новые языки. Я знаю 4 языка.
изучаю 5-й. Я хотела программирование. И когда я, помню, написала свой первый код, какой я себе еще больше увереннее почувствовала. Хочешь что-то попробовать, даже если это не на всю жизнь, пробуй, учись новым навыкам. Даже если ты не отточил этот навык, но, по крайней мере, ты его начала и ты его изучила, это будет давать тебе чувство уверенности. Учись постоянно. Начни наслаждаться времяпровождением с собой. В наше время почему-то люди очень боятся быть одни, ходят на вечера с друзьями, хотя им там неинтересно, даже встречаются с парнями или девушками, просто чтобы им не было скучно. Проводи время с собой, наслаждайся. У меня бывает такое, что я говорю мужу, мне нужен отпуск, я хочу провести время с собой. И я занимаюсь только собой, трачу энергию только на себя, и я так наслаждаюсь. Води себя в кино, покупай себе подарки, покупай себе цветы, кайфуй от себя, какая ты интересная личность. Но также не стоит прибегать к крайностям, чтобы проводить только время с собой и изолироваться от окружающих. Нет, нам нужны очень люди, мы питаемся энергией, нам нравится общаться с людьми. И порой, если ты себя закроешь очень долго, ты, первое, разучишься общаться с людьми, и у тебя из этого потеряется уверенность, что нам не надо. Второе, ты не будешь себя чувствовать комфортно с людьми, что тоже есть не очень хорошо. Не проводи время с людьми, кто тебя не уважает, кто бы это ни был. Ты не будешь сидеть с людьми, которые не учитывают твое мнение. Нет. Да, не могу привести пример жизни, потому что всегда с самого детства у меня было вот такое, что я никогда не позволю к себе неуважительно относиться. Если даже я сидела на встрече с очень большим продюсером и очень известной личностью, если я видела малейшее неуважение к себе, я вставала и говорила, со мной так говорить не будете. И как ни странно, 90% из этих людей, которыми я думала, что наоборот развернутся, все извинялись, вставали, говорили, прости, я не хотел тебя обидеть, прости. Им стало некомфортно по себе, и они чувствовали себя очень нелепо. Поэтому, девочки, независимо, что стоит на кону, ты никогда не будешь давать себя в обиду. Никогда. Поверь, если ты надеешься, ты сейчас не заметишь это, или там не придашь этому значения, что тебя не уповажали. И с этим человеком у тебя что-то получится, он даст тебе возможность повысить тебя, я не знаю, что угодно. Нет, такого не случится. Если человек позволяет к тебе неуважительно относиться, у вас с ним ничего не получится. Ничего, запомни. Отстань от людей. В прямом смысле этого слова. Если тебе твой парень или подруга говорит, что я хочу побыть один, то не нужно впадать в истерики и говорить, все, ты какой, ты меня больше не любишь. Нет. У каждого есть свое пространство. Каждый хочет проводить время с самим собой. Но мы не доходим на меры, если тебя парень вообще не ставит во счет, если он с тобой проводит время только когда у него есть время. Нет, с такими людьми мы вообще не встречаемся, с такими людьми мы не делаем бизнес. Если это случилось с работой, аналогично. Если тебя уволили, ты думала, что ты была лучшим сотрудником, либо что-то случилось, ты потеряла дом, деньги, все остальное, тебя бросили. Детка, поверь, после обычно таких больших изменений, кризисов в жизни, наоборот, в жизни наступает, можно сказать, чудо. Ты выходишь на новый уровень. Если ты возьмешь эту ситуацию и скажешь, так, зачем это произошло? Может, мне стоит начать жизнь вообще с нуля и сделать что-то совсем новое? И да, если ты возьмешь и посмотришь на эту ситуацию как возможность, это действительно изменит твою жизнь. Это происходит для того, чтобы, возможно, тебе давали намеки, ты не понимала, возможно, были какие-то знаки, ты их не видела, и тебя просто уже, ладно, я тебя уже все обрублю, чтобы ты наконец-то меня увидела, наконец-то послушала и сделала что-то со своей жизнью. Слушай знаки, видь знаки, слушай себя. Имей свои ожидания и свои желания. Да, это твоя жизнь, и у тебя должны быть ожидания и желания. И если кто-то их не выполняет, если кто-то действует вопреки твоим ожиданиям, когда ты попросила, либо ты ожидаешь, чтобы парень тебе открывал двери, значит, это не твой человек. Просто запомни, кого-то перевоспитывать нам не надо. Человек, который тебя любит, он будет учитывать твои ожидания и твои желания. И да, ты немного просишь, ты не можешь много просить, ты просишь то, что хочешь, то, что делает тебя счастливой. Первое, в работе. Когда ты пришла на работу, сразу же говоришь, я ожидаю, чтобы меня там потом повысили, чтобы я получала вот такую зарплату, что она у меня так росла. Если тебе босс говорит, что нет, я такого тебе не дам, то тебе даже начинать там не надо. И скажи спасибо, что ты не потратила свои годы жизни, чтобы в итоге не получить ожидаемого. То же самое в отношениях. У нас с Лешей с самого начала отношений, с самого начала, я ему сказала свои ожидания по поводу отношений, по поводу женитьбы. Он аналогично. И как ни странно, мы с самого начала поняли, что мы нашли друг друга.
что все мои ожидания, все его ожидания, они, оказывается, подходят. Я знаю девочек, которые ожидают одного, парни ожидают другого. Годами случается то, что и один, и другой несчастлив. Поэтому всегда с самого начала, с самого старту мы говорим наши ожидания и наши желания. Рассказывай, разговаривай с человеком. Это не должно быть так, я хочу вот так вот. Нет, ты просто говоришь, слушай, а вот в моей карте мира, вот моя идеальная жизнь, вот мои ожидания вот такие вот. Но также имей ожидания от самой себя. Не имея ожиданий от самой себя, ты не будешь знать, что тебе делать. Если ты залезешь в мою жизнь, то подумаешь, что я не девушка, я воин. Я от себя очень много требую. Нереально к себе строга. Главное, что я от этого счастлива, потому что это придает мне уверенности. Если я сделала какую-то вещь, я получила результат, который мне не нравится, нет, это не тот результат, который я хотела. Переделывай. И благодаря вот таким вот завышенным ожиданиям к себе я расту. Но это не означает, что вы должны тоже иметь к себе завышенное желание. Это просто я такой человек. Поэтому напиши, что ты от себя ожидаешь. Какие твои дальнейшие действия? Что ты ожидаешь по отношению к себе от работы, мужского пола? Что ты ожидаешь себя, когда не будут уважать твои границы? Какие твои действия? Напиши это все. И, пожалуйста, не бойся, я еще раз это повторю. Высказывай, говори, самовыражайся. Это твоя жизнь, ты главная героиня. Так веди себя, как главная героиня. Главные герои общаются только с теми людьми, с кем хотят. Главные герои делают то, что они хотят. Главные герои начинают карьеру только там, где у них лежит интерес. Пойми, что только ты создаешь свою реальность. Если ты думаешь, что ты этого достигнешь, значит, ты этого достигнешь. Если у тебя есть сомнения, и ты думаешь, что ты недостойна, либо у тебя нет ресурсов, чтобы встретить настоящую любовь, не знаю, миллионера, принца, то значит, ты его не встретишь. Если ты веришь, что ты достойна этого, значит, у тебя это будет. Если ты думаешь, что ты можешь создать миллиардную компанию, значит, ты создашь миллиардную компанию. Вся твоя вера, все твои намерения создают действия, а действия уже приводят к результату. Если нет веры, нет действий и нет результата. Все очень просто. Еще большое уточнение, что желание не исполняется по клику. То же самое, когда ты садишь, я не знаю, оливки. Ты знаешь, сколько оливки растут? Оливки, по-моему, растут 16 лет, если я не ошибаюсь. Очень долго. А представляете человека, который посадил оливку, ждет. Да все, не мое. Выкопал ее. Некоторые цели, большие особенно цели, которые там стать голливудской актрисой, действительно занимают намного дольше времени, чем купить себе мороженое. Если ты уверена, что ты хочешь стать голливудской актрисой, слушай себя, только свои желания. Очень-очень важный аспект. Делай то, что хочешь, с тем, что имеешь. Даже не думай говорить: ой, есть дела, ой, у меня нет возможностей, ой, у меня нет такие родители, ой, у меня нет столько ресурсов, я не умею. Нет и еще раз нет. Мы такое себе не говорим. Мы живем в мире, где бомжи становятся миллиардерами, где бабушка в ТикТоке зарабатывает больше, чем трейдер с Уолл-стрита. В нашем мире возможно абсолютно все, абсолютно. Эти люди, они не жалуются. Эти люди, они не бросают, они делают то, что хотят, с тем, что имеют. Сфокусируйся, что у тебя есть, и выведи это на новый уровень. И если ты не скажешь, такого никто не делал, то тем более станешь популярной. Потому что ты будешь первой, кто это сделал. И чем больше ты будешь себя слушаться, тем больше ты будешь проявляться, тем больше ты будешь уверенной становиться. Я скажу, что ты всегда будешь думать, ну если бы. Живи своей лучшей жизнью. Делай глупости, если хочешь их делать. Дурачься, наслаждайся жизнью, наслаждайся каждым ее днем, потому что только проживая каждый день появляется новый. У тебя есть только сейчас, у тебя есть только сейчас. Слушай себя. Самовыражайся, ищи себя, пробуй, падай, вставай, опять пробуй. Возникает интерес, меняй направление, пробуй. Говори то, что хочется, общайся с теми, с кем есть. Наслаждайся этой жизнью. Это самая интересная жизнь, которая у тебя когда-либо была. Ты режиссер, ты продюсер, ты актриса. Воспроизводи свою жизнь. Сделай так, чтобы в конце концов ты посмотрела на свою жизнь и сказала: блин, как же классно я ее прожила. У меня нет никаких сожалений. У меня нет никаких «а вот если бы». Я делала все, что я хотела. Я самовыражалась. Начни сейчас
самое интересное то, что если ты начнешь самовыражаться и делать только то, что ты хочешь, никогда у тебя не будет сожалений, ты никогда не будешь грустить, никогда ты будешь смотреть на других людей и говорить: блин, классно, а у меня вот так вот, а я вот так вот живу. И это такая интересная вещь, эта жизнь, просто она интереснейшая. Ты самая лучшая, ты самая уникальная у себя. Создавай истории, пиши этот сценарий. Это твоя жизнь. Обнимаю и хочу, чтобы у каждой, кто посмотрел это видео, открылась эта уверенность. Она у тебя есть. Ты прекрасна. Ты уже прекрасна. Начни действовать.